Здравствуйте всем. Решил записать ролик. Тут один из моих подписчиков обратил мое внимание на то, что произошло в Латвии в последние несколько дней, точнее 17 марта. Речь пойдет о блогере Кирилле Федорове, которого арестовали и вменяют ему сейчас. Я буду подсматривать через компьютер. Я тут пооткрывал несколько интересных статей по этому поводу. Вот, обвиняют его по двум уголовным статьям. Статья 78 разжигание национальной, этнической и расовой ненависти. И статья 74 оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления. Ну, как бы все, по идее, легально. Вот. Теперь давайте чуть разберемся. Значит, парень ютубер, у него есть канал в Телеграме тоже, у него есть целая команда, в принципе, которая помогает ему собирать материал, снимать и так далее. Это не я работаю вот из дома, как бы с машины, как получится, как это вот. Но парень молодец, как бы, в принципе, того, что добивается, там, освещает. Каналы у него, в принципе, были абсолютно нейтральные, не политические. Ну, как вы понимаете, когда началась война на Украине, и да, я это называю войной, не спецоперацией, я как бы не русский гражданин, и мне все равно, что там по закону могу я говорить или нет. В России, вот, значит, началась война на Украине, и он, ну, всех это задело, и он как бы начал освещал это пророссийски. Причем, как написано про это в его телеграм-канале, в принципе, он выступал не столько даже пророссийско, может быть, а против Запада. Как бы. И вот это меня чуть зацепило, потому что я тоже как бы, хотя и не оправдываю, ну, не то, что не оправдываю, я как бы сама ситуация, что есть война на Украине, это очень плохо, и то, что гибнут мирные жители, это очень плохо. И как бы я хотел бы, чтобы не было войны вообще, но я не обвиняю только Россию или вообще Россию в этой войне, потому что я считаю, что большая часть вины лежит на Западе. Они сделали все, чтобы столкнуть Россию с Украиной, на мой взгляд. Я много освещал об этом, о причинах, которые, на мой взгляд, почему началась война и так далее. Я знаю, что многие со мной могут не согласиться, но, опять же, то, что я говорю, не направлено против Украины, не направлено против украинского народа и даже не против украинского правительства, в принципе, как такового, а направлено именно против Запада, потому что, на мой взгляд, Запад специально вел все к этому, так же, как, например, обещал взять Украину в НАТО, хотя никакого, в принципе, намерения настоящего не было, и даже президент Зеленский уже признал это пару дней назад, я про это говорил, что он сказал, что было ощущение, что двери для них открыты, но, как оказалось, что открыты они никогда и не были. Вот. И, значит, ну вот парень освещал, но опять же, сейчас разговор не о Украине и России. Разговор идет о свободе слова, о том, что можно делать, что нельзя делать и так далее. Ну, вот сейчас его будут судить, я так понимаю. Его команда обратилась за помощью в Россию, и в Европу пытаются показать, что это такое и так далее. Ну, я поговорю просто о Латвии, секундочку, и о ее правительстве. Я не знаю, кто там в правительстве. Я знаю, как бы, вот сейчас вот познакомился, кто там сидит в правительстве более-менее. Есть у них крайне правые партия, национальное единство или что-то типа этого, National Alliance, вот, которая была сформирована из двух крайне правых партий. Вот, но даже не в этом дело. Ну, вот латышское правительство заявило, что вот этот парень виноват в оправдании геноцида, преступлений против человечности, против мира и военного преступления. Теперь, что же происходит в Латвии? Ну, я сидел, пытался найти на латышском языке, потому что мне очень было важно находить не русские издательства, что говорят, потому что не хотел, чтобы меня обвинили в пропаганде России. А вот я нашел именно, вот старался найти именно латышские, чтобы посмотреть, что они говорят. Ну, вот смотрите, был такой парень в Латвии во время Второй мировой войны.
Очень известный парень, звали его Герберт Цукрус. Он был пилот. И прославился он тем, что он построил самолет одномоторный и долетел до Африки. Очень знаменитый парень был. Вот. Но что же сделал этот парень во время Второй мировой войны? А во время Второй мировой войны он присоединился к нацистам и был участником убийства, если я не ошибаюсь, 30 тысяч евреев. Как бы он, в принципе, как бы помогал созданию катастрофы, помогал выполнению катастрофы. Вот он принимал прямое участие в убийстве и истреблении евреев и коммунистов. Там было создано движение даже, сколько я видел, в 1942 году, по-моему, движение, которое боролось за очистку Латвии от евреев и коммунистов. Вот такой парень хороший был. Ну, его убили в конце агенты Моссада израильского, вычислили его в Уругвае, убили. Ну вот сейчас, и что же в наше время говорит о нем, извиняюсь, оторвался, значит, вот в 2014 году, например, сделали мюзикл про него, так и спросили, преступник или герой, но вот в конце мюзикла оказалось, что вроде как герой. Плюс я нашел все-таки на латышском, перевел на английский, на русский. Вот несколько статей разных издательств, латышских издательств, которые, да, говорят, что он все-таки герой. Но вот как-то очень странно. И вот спрашивается, если есть вот эти вот законы в Латвии, вот, например, 78-я... кстати, его пытались судить. Ну, заочно, понятно. Вот, открыли дело. Под нажимом еврейских общин Латвии открыли против него дело уголовное. Но дело это как-то замяли, сказали, что нет достаточно доказательств, что он в этом участвовал. Хотя очень много свидетельств именно людей, которые выжили и так далее. Но вот оказалось, что у латышской прокуратуры оказалось недостаточно доказательств, закрыли. В 2019 году опять обратились по этому поводу, вроде они опять открыли, но никто сильно не хочет этим делать, потому что очень многие, оказывается, считают его героем. Вот. И спрашивается, что тогда с этими уголовными статьями 78-74? Как бы, ну он точно виноват? Ну как бы тут уже сильно не отмажешься. Но вот Федорова все-таки легче как бы арестовать, я так понимаю, судить, чем заочно судить человека, который был причастен к убийству 30 тысяч евреев в Латвии. Ну, это, знаете, это старое, да, вот старые такие истории. Можно сказать, ну, не хотят они заниматься этим, хотя, если вот вы зайдете в Министерство иностранных дел, например, даже они говорят это, есть у них статья, сейчас я вам скажу, секундочку, статья очень длинная. Пойду сейчас сначала. Статья про еврейство, про еврейскую общину в Латвии, история и трагедия, и как бы как они заново отстраивались и так далее. И вот там тоже говорится про этого Герберта, и как, и что, и почему он делал, и с кем. Ну вот, и это как бы официальный сайт Министерства иностранных дел Латвии, так что они понимают, каких у них доказательств не хватает для того, чтобы было его засудить. Причем есть также информация, что переиздали его книгу, которую он написал в свое время, «Полет в Африку». Причем переиздали его с помощью латвийской почты. И даже они там написали, что... сейчас, секундочку. Там было написано, что интересное. Латыш, если тебе... вот. Значит, написали его, официально выпустили эту книгу латышской почтой вместе с целым пакетом. И написали там в переводе на русский, получается, латыш, помни, всякий раз, когда тебе сложно, цукурсу сложнее. Ну, про евреев, которых он убил, помог убивать. Там... про то, что насколько сложно было им, никто не говорит. Его даже прозвали мясник, рижский мясник, по-моему, насколько, если я не ошибаюсь. Его называли рижским мясником, этого парня. Ну вот тяжело засудить. Ну ладно, опять же, это все вот раньше, история, так сказать, тяжело, может быть, им понять, что и как. Ну, что происходит сегодня в Латвии?
Ну, может, тогда и закона не было у них. Может, это закон довольно новый, вот этот Туше, за который хотят судить Федорова. Но что происходит сейчас? Значит, 16 марта это день памяти павшим во Второй мировой войне. Ну, 16 марта, да. Вот. И как бы, ну, есть День памяти, День Победы, вот 9 мая, который многие празднуют даже в Риге. Но вот 16 марта это его пытались сделать официальным, подавали даже депутаты в их парламенте, подавали в их сейме, подавали, чтобы сделали официальным праздником. Им в 2018 году отказали, поэтому он до сих пор не официальный. И вот идет память легионеров, которые воевали во время Второй мировой войны. Ну, и вы понимаете, что это не разговор о тех, кто воевали против нацистов, а включает в себя разговор о тех, кто... Включается больше о тех, кто воевал с нацистами. Значит, была создана латышская группа СС, как я понимаю, бригада СС, и вот их-то как раз и празднуют 16 марта. И вот делают шествие. Ну, сейчас в Риге они стараются этого не делать, но делают в других разных городах. И вот, вот, кстати, вот латвийское, например, издание, они идут к памятнику свободы, потому что они считают, что те, кто воевали на стороне нацистов, боролись, в принципе, против Советского Союза, против оккупации Советским Союзом Латвии. Ну, как бы, опять же, свобода есть свобода. Может быть, и хотели освободить Латвию от Советского Союза, но помогать нацистам, как бы, и служить в бригаде, в латышской бригаде СС, я думаю, что это как-то... И убивать евреев, например, и не только евреев, вот, я думаю, что это как-то все-таки, ну, чуть-чуть отличается от свободы. Но дело даже не в этом, а вот в этом лицемерии латышского правительства, что у вас, получается, сейчас тут люди 16 марта, да, вот за день до того, как арестовали Федорова, ходили и отмечали и праздновали людей, которые помогали нацистам делать геноцид еврейского народа, которые совершали военные преступления, травили военнопленных, в газовых камерах убивали евреев. Вот и куча людей. Арестуйте их. Ну, я вот не понимаю. Вот они, в принципе, не то, что подстрекают, они празднуют тех людей, которые, да, всеми признано, что делали геноцид. Они не то, что оправдывают геноцид, они празднуют людей, которые делали геноцид, которые делали преступления против человека. И даже Запад знает, что бригады СС делали преступления против человечества, военные преступления и геноцид, и что были основаны на национальной, этнической и расовой ненависти. Обе статьи. Вот все, кто 16 марта, получается, ходят праздновать этих легионеров, они, получается, тоже преступники. И тоже нарушили две эти статьи. Потому что если он ходит, например, с регалиями этого легиона, этой бригады СС, и говорит, что вот эти вот латыши, которые служили в этой бригаде СС, они хорошие люди, они герои, так он, в принципе, оправдывает и геноцид, и все вот это, все, что 74-я статья уголовная Латышского кодекса, все, что она говорит, это они, получается, все оправдывают, включая депутатов Сейма от партии национальная, от партии, секундочку, я вам сейчас скажу, чтобы я не ошибся, вот, от партии, извиняюсь, кстати, ну тут сейчас я вам расскажу еще кое-что. Вот, отдельные политики национального объединения, вот называется эта партия, национальное единство, национальное объединение. Даже политики в этом участвовали. Их тоже, по идее, надо арестовать. Ладно, вы не можете арестовать народ, да, как бы, который там, ну, их много ходит. Но политиков-то вы знаете, можете арестовать. Хотя вот помните, как в «Три мушкетера», когда Рошфор сказал, что Ришелье, что ну, арестовать автора не смогли, потому что сочинила толпа, народ, так сказать. И Ришелье сказал, нет такого народа, которого я не мог бы посадить в Бастилию. Вот. Ну а так как я уверен, что не так уж много латышей и граждан Латвии празднуют этих эсэсовцев, то я думаю, что все-таки, ну, хотя бы поштрафовать их всех можно.
все, кто выходит на это шествие, судя по вашему же уголовному кодексу латышскому, по идее, те, кто пошли на это шествие, их надо, ну, по минимуму как штрафануть, а в случае политиков, например, которые занимают какие-то поста, кстати, эта партия находится в коалиции правящей, как бы, да, и вот по идее, вот, не говоря, что там, кстати, кстати, тоже была история с бывшим или не бывшим генеральным секретарем этой партии, что он на нацистском сайте где-то в интернете там высказывался очень интересно с фашистскими идеями. Но дело не в этом, как бы, ну, надо арестовывать. Если вы Федорова арестовали, так арестуйте уже тогда и этих, если вы действительно все делаете по правде и по закону. Что, слабо? Я не понимаю. Или вот вы решили именно кто совершает, значит, только Россия делает геноцид. А вот Германия нацистская, да, и ваша бригада СС латышская, они геноцид не совершали. Не. Они хорошие ребята. Послушайте, я за свободу. И если бы мне сказали, что не во время Второй мировой, а, например, в 60-м году или в 70-м году, какие-то бы там латыши боролись бы с оккупацией Советского Союза и так далее, я бы сказал, ну, смотрите, война это плохо, терроризм это плохо, но они хотя бы борются за свободу, как бы, да? А тут что получается? Тут получается, что как бы именно нацистов вы оправдываете, считаете, что они хорошие. Но они же по вашим же статьям все подходят под эти уголовные статьи. Подобие. Давайте, латыши, арестовывайте. Если вы страна свободная, демократическая, так сказать, не оккупированная, так сказать, у вас есть уголовный кодекс, есть люди, которые переступают этот уголовный кодекс. Вперед! Где ваша правда? Значит, того, кто пророссийский, можно. А того, кто пронацистский, их нельзя трогать. Ну, опять же, я как бы, меня еще это очень зацепило, потому что я как бы тоже, опять же, как я выражаю, я не большой любитель товарища Путина, вот, как внутри правительства, да, внутри России, как он правит, да, вот, потому что я все-таки, да, хочу, чтобы все чувствовали себя свободными, вне зависимости от политических мнений, вот. И на Украине я очень переживаю за мирных украинцев, мирных жителей, которые гибнут с обоих сторон, на мой взгляд. Я не знаю точно, я поэтому стараюсь никогда не говорить о том, что происходит именно внутри, потому что, как я уже говорил, любая пресса имеет свою сторону, и как бы тяжело понять правду. Поэтому я вообще стараюсь не реагировать на то, кто убивает мирных жителей. Я уверен, что убивают и те, и те. Случайно. Я думаю, что специально никто не убивает. Случайно, как мы говорили про военные преступления, да, на любой войне есть военные преступления. На английском это называется collateral damage. Кстати, я ролик видел, Путин как-то сказал в переговорах с американцами, он сказал, что collateral damage это английское выражение, которому нету противопоставления на русском языке, и что вы это придумали. Как бы, ну, это как бы интересный такой момент, да. Я об этом как-то не задумывался до того, как я увидел, что он это сказал. Но дело не в этом. Дело в том, что я уже говорил в ролике про военные преступления. Когда идет война, всегда есть военные преступления с обоих сторон. Надеюсь, действительно хочу верить в человечность, и что это делается не специально с обоих сторон. Но, к сожалению, делается. И люди страдают, люди умирают, поэтому война должна прекратиться как можно быстрее. Пожалуйста, если кто-то когда-нибудь, который какое-то влияние имеет хоть на кого-то, меня услышит, очень прошу, потому что люди действительно страдают. И гибнут, и дети, и взрослые. Вот. Но опять же, я, да, вижу причину России зайти в Украину, и считаю, что виноват в этом Запад, так же, как говорил Федоров. Да, вот этот Запад, лицемерие, вот это, которые кричат, что они демократические страны, но запрещают своим людям выражать любое мнение, которое противоречит мнению правительства и так далее. Лошадьми давят народ в Канаде, который без оружия, без ничего просто вышел на демонстрацию и так далее. Вот я считаю, что их всех надо судить. Если вы будете кого-то когда-то судить за военные преступления, судите их тоже. Того же Байдена, который, я вам ставил ролик, как высказался про Югославию, как он кричал, что надо бомбить Белград. 78 дней
НАТО бомбило в Югославии, вот, никто ничего не говорил? Где были вот все эти любители свободы и вот эти вот любители мира, где они все были? Они и бомбили как раз. А то и тоже, как в каком-то ролике я поставил, что 81% от всех военных конфликтов было инициировано Соединенными Штатами с 1945 по 2001 год. И так же, как атомные бомбы в Нагасаки и Хиросиме. Но дело не в этом. Дело в том, что любой человек должен иметь право высказаться, неважно, за кого он высказывает. Единственное, что он не может, да, взывать к расизму, к убийству и так далее. В этом я согласен, никого нельзя. Не, ну, есть украинские политики, которые кричат, что Путина надо убить и так далее. И американские даже политики, и даже сенатор высказался, или конгрессмен, там, что надо его, надо, чтобы кто-то пошел и убил его. Вот. Видите, вот тоже вот лицемерие, да, они именно взывают к убийству человека. И это считается нормально, цивильно и демократично. Ну, как бы, опять же, про Латвию. Надеюсь, что правительство там одумается, поймет, что к чему, вот, и поймет, что она делает. А если не одумается, надеюсь, что достаточно в Латвии людей, и латышей, и не латышей, которые понимают, что происходит, и которые в ответ на это могут тоже подать заявки, чтобы судили всех этих политиков, которые празднуют эсэсовцев и так далее. Ну, вот как-то так, на мой взгляд. Опять же, надеюсь, что свобода слова восторжует. Да, русский это уже не мой родной язык, но, короче, надеюсь, что свобода слова победит, восторжествует. Вот. И отпустят всех политических преступников, как таковых. И в России, как бы я, например, опять же сказал вам, я не сильно влажу в внутренние дела других стран, кроме Канады на данный момент. Но вот даже вот Навальный, например, ну, говорит он то, что он говорит. Его должны отпустить. Я не вижу в этом никакого преступления. Он может критиковать правящую партию. Все могут критиковать правящие партии, должны иметь право критиковать правящие партии. И им за это ничего не должно быть. Единственное, за что я считаю, да, по этим статьям можно судить, это вот за оправдание преступлений, которые делали эсэсовцы, за призывание к убийству, неважно кого. Вот я, например, не слышал, что Путин говорил, что Зеленского надо убить. Ну, по крайней мере, публично. Вот. А американцы говорят, что надо убить Путина. И я как бы, знаете, вот этих американцев тоже, по идее, надо судить, потому что они взывают к преступлению. Если завтра кто-то пойдет и убьет или попробует убить Путина, они, по идее, становятся соучастниками убийства или попытки к убийству, потому что они к этому призывали. Причем публично, по телевидению и так далее. Есть люди, которые верят слепо в то, что они говорят. Могут сказать: о, он призвал меня пойти кого-то убить, надо пойти. Вот их всех надо судить, потому что это действительно незаконно. Призывать к насилию, призывать к убийству и так далее. Всех надо судить. Ну, вот как-то так, да, немножко отошел от темы. Вернемся к Федорову. Значит, я вам показал лицемерие латышского правительства. Кто хороший, кто не хороший. Кстати, тут тоже прошло вот этот 16 марта, когда был, когда было вот это вот шествие любителей эсэсовцев к памятнику свободы. Вот. Была женщина, которая в последние дни стала популярной в соцсетях, потому что показывали ее фотографии, что она ходит в магазин с сумкой, на которой изображен символ Z, этот, который использует воюющая в Украине российская армия. А сегодня, 16 марта, она пришла с российским флагом на груди. И вот с ней чуть поговорили, минут 10, полицейские посадили в машину госполиции и увезли. Вот ее одну, ну ее одну было легче увезти, да, чем тех, которые эсэсовцев прославляли. Ну вот такое вот окончание моего ролика. Надеюсь, что Федоров будет отпущен. Максимум они могут его депортировать, может быть, из Латвии, хотя человек родился в Латвии, у него такие же права жить в Латвии, как у любого другого. На мой взгляд, неважно, какой у него взгляд на жизнь, какое его мнение. Но все-таки, надеюсь, его как-то отпустят. И надеюсь, что люди поймут, что свободы слова у них нету на сегодняшний день. Сегодня свободу слова решает политики. Вот как они хотят, так они ее и поворачивают.
Всем хорошего дня, ночи, утра, смотря когда вы меня увидите. Спасибо за внимание.